Кшуша, Суша. Ну, в общем, я потеряла надежду. Они мне дали стипендию. А я в Париже. Это моя оригинальная идентичность. Там, где поют коня за столом. Из взрослой жизни я переехала снова в студенчество. Здравствуйте, меня зовут Ксения. Потому что никто не может произнести мое имя здесь, на самом деле. Как произносить? Ксения, Кшуша, Суша. Ну, в общем, я потеряла надежду, что кто-то вообще будет называть меня Ксюшей. Я студентка Сciences-Po, закончила свой первый год магистратуры, и сейчас я делаю gap year, взяла перерыв, чтобы сделать 2 стажировки и получить какой-то опыт во Франции. Несмотря на то, что у меня был опыт в России, не очень-то кому-то он интересен во Франции, поэтому да. Вот сейчас я прохожу стажировку в креативном агентстве Маккен. Моя первая заявка была во Францию. И мне кажется, это очень интересный факт, что я писала просто типа от себя, абсолютно искренне от души. Ну, то есть у меня был курс, как писать правильно эти мотивационные письма по структуре и так далее. Потом я уже, когда написала 17-е письмо, в итоге я подавалась на 17 программ, конечно, оно было прям такое выверенное. А тут первое, мое мотивационное, до дедлайна остается там 3 часа, а я прокрастинатор, конечно же. И я написала его за вот 3 часа условно, про то, что я хочу менять Россию, что я вот хочу обучиться в этом политическом замечательном университете, как правильно делать коммуникации, чтобы вернуться в Россию и внедрить в рекламу вот эти вот устойчивые европейские практики, преподавать в университете однажды, чтобы вот нести либеральные ценности в Россию. Мне кажется, что вообще вот эта вот искренность в том, что ты делаешь, она как раз и открывает все двери, потому что на самом деле, когда я искала стажировку сейчас в Маккене, то же самое произошло. И 6 июня, когда я уже собираю документы на итальянскую, чтобы согласиться на Италию, мне приходит приглашение на стипендию, которая покрывает... Во Франции? Да, в Sciences-Po, которая покрывает типа 75% оплаты. Я работала до этого, поэтому как бы я могу заплатить оставшуюся часть. Я просто... Этот момент, это сумасшествие какое-то, потому что я падаю на пол, верещу и ползу к двери комнаты своей подруги, которой мы жили. В Москве, да? Да, на Курской. И я ползу и так типа: Катя! Они мне дали стипендию! Все, я переезжаю, я увольняюсь. Я работала в тот момент в ВК, в головном офисе. И у меня есть видео, где я просто иду по дороге от метро до офиса. Я кричу: они меня взяли! Они меня взяли! Я буду жить в Париже! И, господи, вот год прошел, я живу в Париже. Здравствуйте. Вот как бы мой дом. Какое-то сумасшествие произошло. До сих пор, не понимаю, как это возможно. Ну, в общем, да. Это мой университет. Sciences-Po, Sciences Politique. В нем учились как раз все эти президенты французские последних лет. Главный французский университет по политическим, международным отношениям там, и так далее. Специализируется как раз вот на этом. Очень много министров вышло именно отсюда. Но я здесь учусь на медиакоммуникациях, креативных индустриях. Программа идеально мне подходила, и она была суперпрактической. У меня очень классные преподаватели. Вот это вот мне больше всего нравится, потому что они все работают в агентствах. То есть по факту ты выходишь из этого университета, и ты стратегический планер. Как я и хочу быть, придумывать рекламу, придумывать вот глобальные концепции для рекламы.
Вот, поэтому я очень довольна здесь обучением. Я подхожу, я смотрю, думаю, я здесь буду учиться. Невероятно. Вот он Сан-Жерман-де-Пре. И вообще, конечно, это был полный восторг. Я поймала себя на мысли, что я как раз в этом вот фильме, как раз про колледжи, про всю эту студенческую жизнь, что вот эти все такие прямо парижские ребятки приезжают на великах, оставляют их здесь. Потом мы пьем шампанское в универе. Но для меня после российского университета, что официально могут налить тебе шампанское, это, конечно, типа вау. Я приехала в сентябре, и у меня был просто какой-то... Я вообще почти ничего не помню, что происходило в тот момент, с сентября по октябрь, потому что я была в стрессе, у меня не было карты, не было денег, мне приходилось платить наличкой. Ну, в общем, было очень много бюрократических проблемочек, поэтому я вообще даже не думала о том, чтобы куда-то выходить, гулять, исследовать. И вот в ноябре приехала моя подруга из России, а она здесь была уже не первый раз, и мы с ней везде ходили. Потом она говорит, давай, я хочу на завтрак поесть круассан. Я говорю, давай. И начала гуглить. И обнаружила эту буланжери. Оказалось, что она типа, прям топ. И вот мы с ней поели там эту булочку, потом прошли по парку. И я такая, вау, а у меня это есть около дома? Вау. И вот благодаря тому, что она приехала тогда, мне очень помогло вообще почувствовать, где я и что вот типа, а я в Париже. Я до сих пор периодически возвращаюсь к этому ощущению, что а я в Париже. Типа, я не... Это не только моя работа и дом. Работа-дом, учеба-дом, работа-дом. Вот это вот все. А вот я могу проехать полчаса, и я буду около Лувра. Это про выход из своего кокона. Что вот ты в стрессе, ты ограничиваешь себя вот этим привычным маршрутом. Когда ты выходишь, то есть возможность почувствовать себя все-таки в реальности. И вот с ноября я начала как-то, уже чувствовать свою жизнь здесь. Потому что до этого была полная дереализация. Супер протестный университет. Гуриев, кстати, был в нем деканом по научной работе. Сейчас он провоз? До августа. Он был провоз там, да. А сейчас он ушел, и он сейчас в Лондон Кинг колледж. Он ушел, я думала, что он все еще там. Да. Он как раз, я его встретила на выборах 17 числа, когда около посольства мы стояли. И да, сделала с ним фотографию. Они планировали идти шествие на Трокадеро. Я подхожу, говорю, здравствуйте, я ваша студентка. Он говорит, классно, здорово. Он, конечно, сказал не прям такой фразы, непонятно, но все равно, смотри, красиво. Здесь обычно проходят протесты, и вся улица заполнена людьми, прямо вообще плотничком, отсюда до туда. И когда у нас были большие пропалестинские протесты в мае, во время экзаменов, кстати, вообще была жесть, потому что люди кричали, ты сидишь на экзамене, и люди устраивают большой протест. Никто не мог их утихомирить, тут прям выстраивалась полиция и так далее. Живу вот здесь вот, замечательный Cité Universitaire, конкретно это Дойч де ла Мёрт. С него началось построение всего Cité Universitaire, в котором живет, очень много тысяч студентов со всего Парижа, из всех университетов, которые здесь есть. Он не привязан ни к какой стране, в отличие от других кампусов. И чтобы попасть сюда, ты должен быть каким-то выдающимся студентом, получать стипендию, быть каким-то ресерчером, PhD, вот что вот такое, либо Erasmus. Вот. И я получила как раз стипендию в Sciences Po, в Эмиль Бутми, это merit-based, типа за особые достижения. И, соответственно, теперь я живу здесь. По сравнению с парижскими ценами, мы все знаем, что в Париже довольно-таки сложно с жильем. Здесь дешево, вполне приятно. Плюс комьюнити, которое тебя здесь окружает, оно прям выдающееся. Например, я живу с студентами, которые делают PhD в Сорбонне по физике. При этом есть наш парень из России, который преподает в свободном университете, например, и тоже вот в Сорбонне учится. В Москве у меня был уже такой, типа,
знаете, вайбик московской кайфушницы, которая живет уже в квартире в центре, а здесь я откатилась просто в студенческую жизнь, в таком самом, не знаю, типичном ее понимании, как вот если бы мы смотрели фильм про американский колледж, и вот прямо я проживаю этот опыт. В прошлом году для меня, конечно, это было шоком, что вау, такой контраст, моя жизнь абсолютно поменялась, и вот, живу свою студенческую жизнь, хожу на тусовки, тут вот постоянно что-то происходит, много каких-то классов, вот здесь вот постоянно какие-то движухи. Мы сейчас у Сены, напротив Лувра. Вот он. Это место, я так понимаю, тоже для тебя знаковое. Да, место знаковое, потому что когда идешь от университета, прям по дороге напрямую выходишь к Сене, потому что университет расположен в 6-м или в 7-м, господи, ладно, не будем уточнять. Расположен, в общем, там вот ты переходишь, да, выходишь к Сене, и мы с своими одногруппниками иногда сидим здесь прямо вот на берегу. И я сама, какие-то были перерывы между парами, ходила сюда, просто садишься, вот какой-то вот молодой человек сидит там, смотришь, как проплывают кораблики, смотришь на Лувр, и тоже, это, наверное, такое, то самое ощущение, что я в Париже. Я переехала в Париж из Москвы, и я сравниваю, конечно, Париж с Москвой в большинстве своем, потому что, да, в Москве я жила последние 5 лет, я сформировалась там как взрослая личность, в Челябинске это все-таки мои подростковые годы и так далее, но при этом, знаешь, наверное, такое ощущение именно, что это две разные реальности, очень, очень разные на самом деле, потому что это и про чувство свободы, и про какие-то вот, опять же, art-de-vivre условные, парижский менталитет, французский менталитет, другой язык, другая культура и так далее. Поэтому я как будто бы иногда не до конца сопоставляю вот эти реальности, что моя реальность в базовых самых настройках, она вот в этой вот деревне Сокулово в Челябинской области. И когда я возвращаюсь туда, то я такая, да, это мои базовые настройки. И это моя оригинальная идентичность. Там, где поют коня за столом. Любэ. И так далее. Потом в Москве у меня произошла как бы другая переключение между другой реальностью. Там было все более органично. А здесь вот оно совсем другое. И все равно у меня есть вот эта вот романтизация города и Парижа и так далее, что, ну вот, блять, Париж. Пока что мое будущее не определено, никто об этом ничего сказать не может. Я планирую исследовать дальше, где я больше буду чувствовать себя комфортно. В Париже чувствую себя комфортно, достаточно для того, чтобы хорошо здесь жить. Я думаю, что как бы следующий этап ощущения здесь себя больше дома будет, когда я буду жить не в общаге условно, когда я буду жить одна, когда у меня будет квартира. Ну, то есть, чтобы выйти на тот же самый уровень жизни, как у меня был в Москве. Потому что 100%, когда я переехала сюда, я переехала условно из взрослой жизни, я переехала снова в студенчество. И вот это то, с чего я как раз начала наш разговор, что я сильно откатилась вообще полностью в образе жизни. Совершенно. Ну, то есть, я думаю, что когда я наконец-то смогу вернуться к тому уровню жизни, который у меня был в Москве, и выстоять его здесь, в Париже, чтобы какие-то развлечения, жилье хорошее, в центре более-менее, да, чтобы язык я могла разговаривать, чтобы много друзей там и так далее, то вот тогда я смогу назвать это своим домом. И тогда я смогу почувствовать, что здесь я могу здесь жить на долгую перспективу. Пока что я думаю о перспективе 5 лет. 5? 5-6, зависит от того, как получу гражданство, очевидно. Ну да.
О, Ну и карьера, соответственно. Ну то есть сейчас вот 1 год, потом 2 год альтернанс, потом еще там 2-3 года, чтобы поработать в агентстве, чтобы потом, ну, база была в другую страну условно устраиваться на работу. Вот так вот.